Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре немецкий, средний, да-да, средний, хоть выглядит как тяжелый танк, ВК-3001, наш 5-й левел, проходная прокачиваемая ветка. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся в чудесный мир немецкого танкостроения. Идем сначала смотреть бронирование. Итак, господа, коллижн модель брони нашего ВК-3001H. Ну и давайте глядеть. Ага. НЛД у нас такое огромное, да, с малым углом наклона. Смотрим броню. 51. Ну, НЛД соответствует среднему танку для этого левела. ВЛД вот перед подбашенной рубкой. Здесь у нас рикошет системой пишет. Но там приведенки 54. Очень сомневаюсь, что она прям 100% будет рикошетить. Подбашенная рубка 50. Все, корпус реально среднего танка. Никакой брони нету. Переходим к маске. Ага, уже 80. 80 вот здесь. Здесь 125. Есть лючок на 50. Вот, ну, крепкая ли это броня? Ну, для обычных типов снаряда какие-то танки, ЛТшки, СТшки нас пробивать не будут. Но 83 это же для 5-го левела не прям супер какое бронирование. Нас и даже порой обычными снарядами будут одноклассники пробивать. Мы про 6-е, 7-е левела просто тихо молчим. Вот, борт у нас прямой. Борт прямой. И у нас здесь 50 миллиметров. А вот как раз борт, как для, скажем так, танка 5-го левела, вполне себе неплохой. Даже можем себе позволить перекручивать, и мы все равно будем танковать за счет рикошет приведенной брони. В целом, вот так брони нету, да. Вопрос, а почему тогда этот танк медленно едет? Но об этом уже чуть позже. По основным модулям. Обязательно качайте топовый двигатель. Прикол в чем? Вот смотрите, на стойке у нас 300 лошадей. Здесь у нас 400 лошадей, да, всего лишь там, ну, плюс 30% примерно, да. Но даже на топовом двигателе эта машина не едет от слова совсем. Да, мы только смотрели броню. Брони нету в корпусе-то. Вопрос, почему так медленно едет. Ничего не сделаешь с этим. Обязательно качайте топовый двигатель. На стоке эта машина вообще не играбельная. Обязательно качайте топовую ходовую. Ну и через топовую башню идем вот на это орудие. Альфа у нас здесь 135. Вот, у нас нету здесь фугасных снарядов на этом орудии. У нас есть только основной и голдовый снаряд. Заряжается пушка на стоке, опять же, 5 секунд. ДПМ 1620, хорошая реально точность, 0.34, опять же на стойке. Более-менее комфортное время сведения, 2,5 секунды. По оборудованию, я считаю, единственный правильный комплект это поставить здесь вентилятор, турбину и досылатель. По снарядам. Основной снаряд у нас здесь бронебойный, голда у нас подкалиберный снаряд. Бронебойный летит 1170 метров в секунду, голда летит 1260. Круто. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. Паёк. Этому танку он очень нужен, на мой взгляд. Почему? Сейчас дальше как раз разберем. У нас 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь в целом по плюсам и минусам. Касаемо огневой мощи. Давайте сначала по плюсам. У нас есть УВНы, но брони в башне особо нет, поэтому где-то на рельефных картах нам это сильно не поможет. Опять же, еще из-за того, что вынырнуть и чтобы нас не пробили, быстренько отъехать назад у нас не получится. Потому что скорость, что вперед, что назад, у этого танка она какая-то инвалидская. Хорошая скорость полета снаряда, хорошее пробитие, но, к сожалению, как даже для 5-го левела, все равно нищая альфа. Ну что такое 135? Хотелось бы больше, да. Заряжается пушка 4 с небольшим секунды уже вот при таком оборудовании, таком экипаже, да. Время сведения 2.33, точность, ребята, 0.32, но можно сделать 0.29. Потому что вот у меня просто экипаж на 100% не переобучен, я его переобучил за серебро на 80%. И из-за этого есть потери. Я для обзора посадил, естественно, с другого танка экипаж. У меня есть небольшие потери, а вы будете качать, у вас будет лучше. В целом по пушке все неплохо, разве что нищая альфа. По количеству хп 700 и для 5-го левела среднего условно танка, это я бы даже сказал неплохо. Вот, и пришли мы к самому интересному, да. Мы помним наше бронирование, в лоб брони нет, да и борт тоненький все равно. В целом-то
ну нету брони. Почему танк едет? Вот мы турбину поставили, и это с турбины 44, без турбины 40 вперед. Танк не едет вообще. И сейчас современные бои в рендоме идут настолько быстро, что настрелять очень много на этом танке будет тяжело. Сменить фланг на этом танке будет очень тяжело. И в целом подвижность этого танка, как и на месте, как он крутится, вот все, будет мешать вам много настреливать, к сожалению. Вот, по поводу обзора, ну, у нас 391 метр, ну, это средний танк, поэтому почти 400 метров, да. Да вот, единственное, что у нас не среднего танка, это подвижность. Отправляемся в бой, сейчас посмотрим, собственно, что он из себя представляет. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас ВК 3001H, 5 левел, немец. Поедем на степи, попали, поедем налево. Подвижность, правда, у нас такая себе. Поедем налево. Попали в сетап против восьмерок, шестерок. Тяжелый сетап. Вот такая подвижность, ребят. К сожалению, едем медленно. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, что у нас по плану настрела вообще? Урона. 5 левел. Полтораха суммарного урона, ребят, не меньше надо делать. Для 6-го 2000, для 7-го 2500, для 8-го 3000. Вот нам нужно полторашку сделать, что будет достаточно трудно. Дерево грамотно завалили. Уже неплохо. Так. Танков-то у них тут много. Поджимать надо. Поля гоночку. Хорошо стоит. Будем в ангар его отправлять. Все, отправили. Гля. Не хотят отходить-то. Как-то наш там не уверенно. Во. Ух ты, попали, ребят. Надо же. И он попал. Ого, кто в нас попал, как больно, на 237. Артовод. Так, ребята, у нас все плохо на другом фланге. Пусть тут без нас воюют. Больше пол хп нам уже оторвали. Причем львиную долю арта. Люблю артоводов.
4-4 счет. Ну, там уже потный поджим начинается. Ползем на позицию. Ну, застряли. Аккуратненько. Аккуратненько. Зыркаем глазенками своими. А тут пока никого не видать. О! Видать. Навоевался. Быстренько. Быстренько, конь. Быстренько у нас не получилось. Подсветили мы. Постой-ка. Вот мы тебя постукали. Чуть-чуть. Опа, взорвали. Хорошо. Поехали-ка мы вот этого молодого человека искать. Да, он тут сдриснул. Ух ты. Мы его нашли. Я так и думал, что он тут, честно говоря. Блин, подвижность наша, его сейчас убьют. Он там выставляется всем корпусом. Ну, смотри, что делает. Подбили мы его. Все, убили мы его. Ну, ребят, сами видите, подвижность тухленькая. Да, полтораху сделать такое себе. 900, короче, настреляли с горем пополам. Неадекватность этой машины нынешнему рендому только одна. Брони прям у нас какой-то лютой все равно нету. Но самое плохое это подвижность этого танка. И ничего вы с этим не сделаете. Увы, увы, ничего. Вот ну ничего. Турбина стоит, стоит. Даже с турбиной не едет, не едет. Хороший ли это танк? Ну, нынешним условиям боев, скажем так, соответствует крайне слабо. Поэтому, да, неплохое пробитие. Неплохая, кстати, точность орудия. По пушке вопросов на самом деле нет. Но танчик крайне неиграбелен современным рендом. Но он очень медленный. Но это ездить вот, ну... А так, в целом-то, неплохой танк. Ему бы вот хотя бы... Вот сколько сейчас у него там же... получается 44, да? Вот хотя бы был бы полтосик. Было бы лучше. Но, увы, 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 полтосика нету. Но это же, ребят, средний танк. Ну почему? Где подвижность? Почему 44 на турбине, без турбины 40? Вы скажете, броня.
По пятибалльной системе конкретно эта машина, на мой взгляд, на троечку тянет, с плюсом может быть с небольшим, либо 4 с минусом, но до четверки, до твердой ему уж точно далеко, на мой взгляд. Ребята, кто со мной не согласен, конечно же, свой хейт в чат под видео, пишите в комментариях, вот, ну, я не люблю медленные танки, вот как-то так, к сожалению, увы и ах. Ставьте лукс, подписывайтесь на канал, ну а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.